И снова здравствуй, мой дорогой друг. Мы продолжаем с тобой, значит, что Postal проходить, редукс-версию, да, с красивыми перерисованными текстурками и вот этим вот всем. Продолжаем бороться со злом, развиваем новые теории заговоров. Сегодня я уже считаю, что это не наркокартель, хотя, казалось бы, очень похоже, да. Что все это на самом деле очень и очень просто злые люди, которые против того, чтобы чувак доставил почту. Он же почтальон. Пошла вон отсюда, девка. Вот, он же почтальон. Они просто мешали против того, чтобы люди знали правду, чтобы люди виделись, слышались со своими родными и вот это вот все. Они хотят лишь одного, чтобы почта никогда в жизни не была доставлена. Может быть, тебе доводил... Я как-то раз я наталкивался на фильм. Там был что-то почтовая служба какая-то, постармагеддонская. Вот как ты успел заметить в предыдущей серии. Там что-то было про Армагеддон написано. Вот как раз-таки на последнем тайле его дневника, да. Мы, собственно, Армагеддон этот с тобой предотвращаем, потому что он уже наступил, мы несем почту, люди сошли с ума просто-напросто, потому что ни один, блядь, здравомыслящий человек не будет ходить по улицам с РПГ и не будет доверять реднекам с коктейлями Молотова и гранатами, какую бы то ни было форму государственной службы, помощи, да, собственно, полиции. Просто потому что, ну, это же бред. Просто вдумайся, ты в это вдумайся, да. Какой-то псих, просто реднек в алкашке с коктейлем Молотова и якобы помогает полиции. Но это же звучит бредово. Такого просто быть не может. В смысле не попал? Попал. Хоть говоришь, не попал. А я попал. Просто этого не успел заметить. Я настолько молниеносно попал, что... Ой-ой-ой. Ну давай, не надо. Угомонись. Давай посмотрим, чья граната сильнее, молодой. Моя, как видишь. Давай, не надо. Ты не буянь тут. А, это стена. А выглядела как бордюр. А выглядела как какой-то бордюр. Поребрик максимум, да. Максимум поребрик. Ну, никак не забор. Никак не пробиваемый, не вот это вот все забор. Посмотри. Почтальон и чувак с РПГ. Ну, это же бред. Бред. Люди просто сошли с ума. Вот и все. Мы с тобой несем, собственно, здравомыслие в массы. Потому что, ну, кто-то должен. Кто, если не мы? Ой-ой-ой. Что это было? Было страшно, но, слава богу, что я не загорелся. Было очень... Слушай, я могу залезть сюда? Я могу залезть внутрь грузовика. Неожиданно. Неожиданно и очень приятно. Да. Давай, не надо, давай тут вот это вот остановим безумие. Мы с тобой пришли останавливать безумие, как бы не иначе. Просто потому что люди нуждаются в нас, в почте. Все. Вам помогут. Вам сейчас всем помогут, не переживайте. Я помогу всем и каждому, мне не жалко, мне не сложно. Только не бегите ко мне, пожалуйста. Пожалуйста, только не ко мне, потому что вот, ну как бы, как я буду вам помогать, если я буду гореть? Я же не смогу никому помочь, если буду гореть. Логично? Логично. Ты что думал? Думал, можно помогать людям помогать, если ты горишь, ты в огне, нельзя так делать.
Это невозможно. Это попросту невозможно. Слушай, я могу сквозь этот вагон пройти? Не могу. Не могу. А что, им сложно было вторую дверь открыть? Я не понимаю. Они выбегали на перрон, как с сумасшедшей вот этой толпой, выбежали на перрон и открыли всего-то одну дверь. Как-то не по-людски. О других людях не подумали. А что, если мне нужно, ну, пройти туда? Поезд все равно стоит. Я понимаю, что это против техники безопасности, потому что там другой путь. Но как бы, посмотрите, тут у вас чувак с РПГ бегает по городу, их очень много. И они вообще творят какую-то бесовщину непонятную. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что вы прям сильно переживаете за технику безопасности. Очень и очень сильно сомневаюсь. Барбекюшечка получилась из чувачка. Конечно, не чита нашей барбекюшечки, которую мы устроили на перроне, но все же тоже неплохо. А ну, подбирай. А ну, подбирай. Да? Смотри. Подлые. Они специально пытаются сделать все так, чтобы я не стал... Засады тут устраивают. Чтобы ни в коем случае люди не увидели почту от своих родственников. Давай, хватит, а. Хватит тут, чё разбегался-то? Чё разбегались? Причем, ладно бы, я бы понял, допустим, да, если бы вот на текущем этапе, ну, мы уже как бы, да, так сказать, если бы все было типа вот адекватно, просто мы злые, да, на текущем этапе бы пришли чуваки с РПГ, потому что там какой-то псих, которого никто не может остановить. Но ведь они караулили нас около дома, а это, ну, как бы, блядь, полный пиздец. Вот честно, да. Физерс будут летать, собственно, но большая птица, не они будут где-нибудь быть, идти. Саус, это что у нас? Это юг этой зимой, собственно, да, на далекий юг. Далекий юг. Так, мы с тобой, собственно, прошлись по путям, собственно, ничего не это... О, смотри, бежит, снимать свое это провокационное няпака, а мы не позволим, мы против этого. Мы против этого всего. Нельзя такое делать, нельзя. Не по-христиански, блядь. Ясно? Давай. Это чё, блядь, такое? Чё это за... А, это страус. Ёб твою мать, я обосрался. Выглядело вообще не как страус. Так мы в Австралии. Тогда все понятно. Тут все наоборот же. А как вы думали? Перевернуть целый континент без последствий. Естественно, тут все ебанутые будут. Ну, иначе не бывает. Пополз, ля. Все, домой ушла. Они не хостелс, да? Нельзя, нельзя. Я им не доверяю. Знаешь, почему я им не доверяю? Потому что их бесконечное количество в одном маленьком поезде. Даже если это 2 вагона страусов, их бы туда столько не влезло просто. Смотри, туда нет прохода. Это все галлюцинация. Галлюцинация, насланная вот этими вот уродами на нас с тобой, на честных борцов с несправедливостью, с преступностью, со всем на свете. Давайте вот это тут вот не надо этих ваших приколов. А ну-ка. Смотри, как хорошо стоит. Блин, стоит за заправкой, конечно, но красиво стоит. Успокойтесь, молодой человек. Не нужно провокационных действий совершать. Или вы что? Или вы специально толкаете народ к вот этим няпака? А? Это все заговор.
А вы думали? Вы думали, она шизанутая девка? А вот и нет, как видишь, да. Как видишь, не просто шизанутая девка. Просто человек, которого принудили вот эти вот Хастильес принудили вот к этому вот всему. Она не хотела. Ля, хорошо пошла. Она не хотела, просто как бы, ну, так получилось. Прикрываются страусами, как живыми щитами. Ёб вашу мать, Гринписа на вас нет, уроды. Это вообще, это что такое? Это кто так делает? Так могут делать только абсолютно бездушные люди, без каких-либо моральных принципов. Ты не undying, ты просто dying. И он прокричал I'm dying. Если так, то он прав. С другой стороны, а зачем тут озвучивать вот это очевидные вещи? Зачем? Все и так знают, что ты dying. Чё ты вот устроил тут? Орёшь. Или что, ты думал, что... Ладно, давай, тебе поможем. Ты вроде выглядишь более-менее прилично. Или что, ты думал, что можно вот просто так эксплуатировать людей и страусов, как живые щиты, собственно, доводить их до всякого разного, и тебе за это ничего не будет? Будет. Будет. О, ачивочку дали. Ачивочку дали, это неплохо, это хорошо, это приятно. Вот, конечно же, будет. Никто не уйдет безнаказанным. Мы всех накажем. Exit is open. Мы идем с тобой в exit, собственно. Кровь Сплинтерс, это крыса такая была в мультике про черепашек, помнишь, везде, как река, собственно, фолловинг преследует, как бы фолловинг араунд вокруг меня, она везде и всюду, она пулинг меня в эту вейк. Собственно, да. А по Парадисе. Парадайс это же рай, да, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то неважно. Собственно, приготовься к деконструкции. Деконструкция это все как бы, да. Она так и переводится. Ты хотел мне сказать, что нет, а я тебе скажу, что да. Посмотри, они ползут меня сожрать, они даже мертвые, не имеют моральных принципов и жрут людей. А ты говоришь, я изверг, тиран. Они жрут людей. Просто деревня каннибалов. Они же не просто так тут как каннибалы, да? А и каннибалы не бывают добрыми. Не, иногда бывают. Я вот смотрел фильм про Ганнибала Лектора, он там очень добрый. Он в конце, спойлеры. Внимание, спойлер. Не хочешь спойлер, заткни уши. В конце он отрубил себе руку во имя любви. Да, все выставляли его безжалостным убийцей, а он во имя любви это сделал. Да. Как бы он уже не просто человек. Смотри, вместо реднеков привели каких-то других реднеков, блядь. Ничего толком не поменялось, но теперь это выглядит не так криминально. Подтасовывают результаты специально, чтобы в итоге выставить меня тут злым. А я не поддамся на все это. Вы меня не обманете. Я знаю, что это все те же бандюги из первых уровней. Я все про вас знаю. Все вот эти ваши штучки хитрые, дрючки, все вычислил давным-давно. Somebody help. Не надо. Не надо somebody help. Не надо. Оно тебе не нужно. Но, ой-ой-ой, какой дом-ловушка. Видел? Дом-ловушка просто. Они меня пытались сюда заманить, чтобы там со мной что-то сделал. Вот этот вот молодой некрасивый человек со стингером. Это же стингер? Наверное, стингер. Он хотел притворить свои все самые вот эти вот порочные мечты. И нет, это даже не изнасилование, это хуже. Вот. Но я же умный. Я на бесплатный ссыл в мышировку как бы и не хожу. Не хожу. И не пойду. Давай не надо. Давай вот это вот тут потише будь.
Молодой человек, приляжьте, пожалуйста, иначе попадете под перекрестный огонь. А это вне вашей, собственно, не благоволит вашей безопасности личной, персональной, собственно. Мы переживаем, да, заботимся о том, чтобы все люди были живы, целы, орлы, чтобы вот эти вот бандюшары белые, вот эти вот, да, в белых своих алкашках, тут ничего лишнего не натворили. И вот эти вот наркоторговцы, притворяющиеся шахтерами, тоже. Чтобы мирные жители не пострадали, вам нужно прилечь всем. Вот посмотрите, все лежат. Все лежат, всем хорошо, никто не против того, чтобы полежать. Всем нравится лежать. Давайте будем честными. Приляжьте, ну, молодой человек, ну, видите, тут вон сумасшедшие бегают с дробовиками какими-то автоматическими, с гранатометами. Кто доверил ему гранатомет? Давай не надо, а то ты потом передашь его там своему соседу Билли, и начнутся вот эти вот, продолжатся притеснения меня, единственного адекватного человека в этом обществе. Что тут? Черная кожа дымилась, койлы, наверное, что-то связанное с вейперами. Блять, опять они вот это вот здесь. Собственно, вверх мои нотрилс, что тут, тайлингс с смерть-сюрприз, смертельным сюрпризом. Смотри, это выглядит как вот те самые чуваки на фестивале смерти в Мексике, да. Собственно, погружаемся в мексиканский фольклор. Собственно, да. Люди, реманс, клинг, ту моя одежда, да, собственно, как кровавые бриарс, значит, я всегда. Кантуния продолжил to wait, hip deep, собственно, in flesh, кровь and whisker. Bad не... плохие соседи. Я уже думал, тут что-то непонятное. Тут плохие соседи возвращают, приходят, бывают, да, существуют. Собственно, плохие соседи повсюду. Видишь, вон плохие соседи. Приляжьте, пожалуйста. Тут это, кажется, сейчас будет зона боевых действий. Я за себя-то я ручаюсь, за свою адекватность, за адекватность молодых вот этих вот людей с рюкзачками нет. Они абсолютно беспринципные, у них нет ничего святого. Вот видишь, эта женщина говорит стене, что стена должна идти убивать. Они даже ни в чем не повинную стену уже к этому всему приплели. А она, может, и не хотела в этом участвовать. А ее заставили. Вот представь себе, ты просто стена, и тебя просто заставляют убивать людей. Это же плохо. Нельзя так со стенами. Девушка, вы там это... притаились, думали, я не вижу, я все вижу. Я зоркий сокол. Что за матриархат? Матриархат стен. Причем, смотри, она всегда указывает стенам, что им делать. Разве так можно? Красиво, смотри, делаем. Па-па-па-па-па. Па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Папа, приляжьте, молодые люди, приляжьте, полежите, нельзя же, ну тут стрельба, мать вашу, ну куда ты бежишь, тут людей ебут, а ты вот это вот устроила. Не надо. Уберите оружие свое, уберите, пожалуйста, свое оружие, не разводите криминал. Видите, тут люди, ни в чем не повинные, мирные жители ползают, а вы стреляете. Как вам не стыдно-то? Господи, как неправославно получается. Люди умирают из-за вот таких вот, как вот эти вот безалаберные полицейские. Используют их как живой щит. Стреляют в них, взрывают их. Вот, ну, кто так делает? Нельзя же так. Нужно же, как бы, да. Нужно же быть людьми. Казалось бы, всего лишь вы наркокартель. Это что, это повод перестать быть людьми?
Нет, конечно. Нет, конечно, не повод. Мне нельзя так вообще. Ты куда бежишь? Давай, не надо. Остановись, хватит, 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 не надо. Вот этого вот... Я, конечно, люблю обнимать людей, но когда люди горят, это как бы плохо. Это как бы плохо. А, подожди, это те самые нелюди, о которых я говорил. Самое страшное сообщество в мире. Ты думал, что какие-нибудь каннибалы, наркокартели, не знаю, террористы, там, может, Аль-Каида или ИГИЛ, возможно, профсоюз школьных этих физруков и трудовиков, но нет, это родители против видеоигр. И запрещают детям развиваться. Собственно, если, да, вы уже и считаете, что игра жестокая, и именно из-за нее по совершенно необъяснимым причинам ребенок ваша дитятка стала сумасшедшим убийцей-маньяком, то, возможно, как бы проблема не в игре, а в вас. Потому что вы не развили в ребенке критическое мышление, и он не способен, да, правильно судить все эти дела. Ракетную турель поставили прямо вот перед входом в церковь. Вообще ничего святого нет у людей, посмотри. Просто ничего святого абсолютно. И они будут мне говорить, что они правы. Да ну что вы, что за бред вы несете? Не могут быть люди, которые ставят ракетную турель на входе в церковь, в святое место, вещь, убивающую людей. Нельзя такое, так нельзя делать. Приляжьте, пожалуйста, тут ракетная турель, не дай бог она в вас попадет. Так нельзя, не надо, лежите. Осторожно, иначе вас, не дай бог, зацепят. Давай поможем бедолагам. Раз уж мы у стен церкви, то, ну, нужно проявить милосердие. Нужно проявить милосердие, поиграть в Святую Инквизицию. Собственно, идем дальше мы с тобой. I'm the Celestial. Я Celestial, собственно. Гарденер звучит как садовник. Policing the Planeta of the Sting, наркотики и яд, ВИЧ, ведьма, неважно, что там должно быть Т, представь, что здесь Т, лежит что-то за... собственно, even throw the cracks in the холод, асфальт, холодный асфальт, в холодном асфальте, собственно, да, sidewalks, собственно, ходить боком, of the city of sin, город грехов, ходить боком в городе грехов, собственно, по холодному асфальту. Будем мы все, а потлатые говнари нет. Так, люди с гранатометами, пожалуйста, не надо ходить по улицам. Это противозаконно, мать вашу. Так, офицер. Аккуратнее, там женщина с гранатометом. Вы что делаете, офицер? Нужно же думать в первую очередь о безопасности граждан. Кто дал ей стингер? Тут же гражданский повсюду, мать вашу. Она больше урона им нанесет, чем кому бы то ни было вокруг. Совсем не заботятся о людях. Никакой гражданской ответственности, ей-богу. Еще и мусор никто не вывозит. Этот город пропал. Слушай, давай мы его хотя бы сожжем с тобой. Проявим свою активную гражданскую позицию. И побежим... Ой, аптечка. Побежим за аптечкой. Вот она и понадобилась, получается. А ты говоришь, не понадобится. Вы видишь, понадобилось. Видишь, собственно, понадобилось. Так, тут у нас что? У нас какие-то непонятные criminal scams. А ну-ка, а если я вот так сделаю? Противопехотные мины, конечно, не гуманно, скажешь ты мне. А еще противогуманно ставить вот эти вот
взрывающиеся бочки около итальянского ресторанчика. Кто так делает? Так нельзя делать. Не по-христиански. У них тут все, в принципе, не по-христиански, но это прям особенно. Такой прям совсем не христианский момент. Да остановитесь вы. Остановите насилие, умоляю вас. Зачем вам это все? Зачем вам это все? Вам что, не живется спокойно просто так? К чему вот эти вот бессмысленные братоубийственные войны? Да, очиститесь огнем, как бы сказал Рагнарос и Святая Инквизиция. В нем было тоже что-то по-своему сакральное, святое. Он как-никак у нас этот вообще-то первородный элементаль, как бы языческий бог, по сути. Только он существовал. Вот. Я не хочу заявить, что это вот Перуна не существовало, но этого парня я видел, а Перуна нет. Поэтому не в обиду всем людям, верящих в языческие божества, будет сказано. Просто как бы мое субъективное мнение, основывающееся на том, что и я успел лицезреть в этой своей жизни. А что? Ой, тоже загорелся. А я-то думал, огонь бракованный. Хотел в суд подать на то, что кого-нибудь там, кто там за огонь отвечает. Кто там отвечал за огонь, вот на них в суд и хотел подать, потому что, ну, бракованный огонь продали. Кто так делает? Так, ну, что я могу сказать? Вот эти ребята в желтом не вызывают у меня никакого, собственно, доверия. Смотри, они какие-то мутные. С ними точно что-то не так. Ой-ой-ой. Молодой человек, успокойтесь, пожалуйста. Не надо нервничать. Смотрите, там Subway. Пойдите покушайте. Что устроили тут вот это вот? И себе не ам, и другим не дам. Вот это вот просто не люди, а не пойми, кто вы. Что вот это вот, понимаете ли, всякое беззаконие поддерживают. Посмотрите, вот это что за ковбой с гранатометом? Вот это разве разумно доверять кому-то абсолютно случайному, непонятному человеку такие вещи? Нельзя же так делать. Я попал ракетой в ракету. Это, конечно, хорошо, но да дай мне встать. А? Не ожидала? Я оказался умнее, проклятая железяка. Кто ты? Всего лишь робот, а я человек. Разумный, между прочим. Переиграл и уничтожил жалкую железячку. Так, приляжьте, ну, вы вообще по сторонам смотрите, взрывы вокруг. А вы, господи, вот совсем у людей отсутствует самосохранение. Вот я начинаю еще больше вновь верить в то, что это все наркокартели. Просто, ну, как бы люди в здравом уме, как бы, ну, не пошли бы бегать туда, где ведется активный огонь из разного вида вооружений, постоянные взрывы, ракетная турель стоит посреди, мать его, улицы, и вообще хер пойми, что происходит. Адекватный человек бы туда не пошел. А вы тут что забыли, девушка? Пройдите, пожалуйста, в Subway, можете, да, сходить. Вас там не обслужат, правда, потому что вы убили все мирное население, что здесь было. Ну, мучается человек. А чё я? Я что? Я что, этот, бездушный, что ли? Ты думаешь, что я просто так бегаю здесь? Нет, вот эти люди в желтых комбинезонах очень подозрительно выглядят. Они явно что-то скрывают. Они явно несут в себе еще большее зло, чем продажная полиция и наркоманы в алкоголичках. Они представляют из себя что-то гораздо более страшное. Вроде как мы всех их угомонили, поэтому можем идти дальше.
Поэтому можем тогда идти дальше. Собственно, оставь свою голову, ну, как бы, да, оставь свою, держи свою голову, руки, ноги и фит, что это, внутри езда, это на протяжении всего времени, собственно, you're bound to проиграть много сегодня, это просто немножко лимбос. Вот мы и в парке аттракционов. Я всегда знал, что это милое место может использоваться как прикрытие для организованной преступности. Я думал, клоуны, они тебе кто? Добрые вот эти вот человечки смешные, которые тут всех веселить собрались. Да почему? Я же попадаю. Попадаю, я же сказал, попадаю. А вы мне не верили. Клоуны. Клоуны. Самое страшное, что может произойти с обществом. Они только кажутся милыми и добродушными. Посмотри на них. Чистое зло во плоти. Полицейские, прячущиеся в палатках для всяких игрищ. Это очень странно. Я же говорю, что это все не просто так. Не я злой здесь. Здесь злые вот они. Автомеханики. Союз женщин-автомехаников. Вот они, казалось бы, тут, да? Что? Милые маленькие беззащитные девушки. Да, а на самом-то деле криминальный элемент. И потом мне не говори, что вот это вот они слабый пол. Хуя себе слабый пол. Поживучие многих полицейских будут. Попрошу, между прочим. Им вон даже, в отличие от этих, РПГ доверяют. Камрад, извини, но ты должен тут быть, да, собственно. Обнаружено, так сказать, коммунист с не теми корнями, что обычно. Так, а кто у нас тут? А у нас тут бич 21 века. Вы расливаете наше общество. Да-да, именно они. I can't stop bleeding. Ну и не останавливайся. Зачем тебе останавливаться? А зачем останавливаться-то на достигнутом? Молодая леди, вы что тут устроили? Пожалуйста, объяснитесь. Пожалуйста, объяснитесь. Нельзя так, нельзя вот это вот стрелять в людей. Просто так. Смотри, писюны. Видишь? А ты говоришь, у них все это общество прогнило в тот момент, когда в детском парке аттракционов детей начали на писюнах катать. А? Общество педофилов не может быть априори каким-то добрым. Посмотри на японцев. Все, посмотрел, увидел, осознал, вот я тебе об этом говорил. Это как бы не это и не то. Они тут вон детей на писюнах катают. Ладно бы только детей. Так я уверен, еще и взрослых. Клоуны, это как бы злые люди, поэтому смотри, видишь, что он делает. Выбежал на главную площадь, чтобы своим горящим мясом детей попугать. Угу. Он не только вот за это ответственен. Посмотри, он ответственен вот за это, за пожирание детей и за то, что он их пугает своим горящим мясом. Слушай, а может что-то еще есть? Не, ничего нет. А можно покататься на колесе обозрения? Слушай, ты тут не бубни, а? Ладно, уговорил. Все, не кричи, чё ты разнылся? Понимаешь, как детей на писюнах катать, так это да, как, блин, умереть как мужик, так не можешь. Ну, блядь, развели тут эти свои либеральные ценности, мать их. Я им покажу, что это такое. Собственно, не день в парке,
не день в парке, собственно. Слишком много крови на мне из моей крови на мне. Это плохо. Но день не закончился, собственно, да. А в Милис ту пойти, ту сделать, собственно, их спящими, да. А Пентус anyone? Кто-нибудь, а? Идем делать всех спящими. Раз, два. Ракетные турели это небезопасно. А вдруг их Скайнет захватит? Вообще думаете? Вообще думаете, когда вот такие вот вещи на улице вот это вот ставите тут людям? Молодой человек, не надо. Не надо вот это вот тут устроить. Что устроили? Я не понимаю вообще. Какой-то ужас. Сплошная разруха. Что-то какой-то тут самоуправством все занимаются. Что происходит? И они, видишь, насколько... Это не просто полицейский наркокартель вместе с каким-то преступным клубом женщин-автослесарей. Нет. Это еще и люди, поощряющие педофилию. А если поощряют, значит они как бы одни из них. Вот я тебе о чем. Не, ну как бы 8 лет тоже возраст. Да, уже 6. Но это их не оправдывает. Эти вот будут потом рассказывать, возраст это только цифра в паспорте, там туда-сюда. Не надо тут. Я вот не поверю уже. Уже посмотрел, насмотрелся на ваших аттракционы. Таких аттракционов нам тут не надо. Давай, успокойся. Молодой человек, успокойтесь, пожалуйста. Не надо вот это тут вот. Опасное у вас орудие труда. Нельзя из такого стрелять в общественном месте. Скажите, что вы курите вот с этим в руках. Это что, мини-гольф? Ну, это же мини-гольф. Мини-гольф это дело хорошее. А как в него можно поиграть, слушай? Если тут можно поиграть в мини-гольф, то это вообще 100 из 100 игра. Так. Давай, лежи, а. Ну-ка, смотри. Давай оценивать ситуацию творчески. У нас есть ничего и куча лунок. Я не вижу тут, собственно, ничего, что могло бы быть похожим на шарик для гольфа, кроме вот этого вот. Так, давай. Прицелься, прицелься. Почти попал. Почти. Попал. Я мне еще за это не дали, да? Даже как-то обидно. Собственно, лузу прошел. Даже, ну, как бы, я считаю, что с неплохим результатом для новичка. Мне за это ничего... И не дали. Человек с РПГ... Он стреляет в гражданских, видишь? Видишь, о чем я говорил? Им вообще плевать на людей. Нет, ничего святого. Одни наркотики на уме. Вот это. Приляжьте, пожалуйста. Видите, тут сумасшедшие вас стреляют из гранатометов. Кому вы? Что вы делаете? Люди. Ой-ой-ой. О боже, да, боже. Вот и я о том же. Как так можно с людьми-то? Они вам поверили, доверились. Вы им рассказывали, что... Это, блядь, ненормально. Просто попрошу запротоколировать. Это, сука, вообще нихуя было сейчас ненормально. Два дурачка с гранатометами стреляют друг в друга. Тут лес вокруг. Как, знаете, какой риск пожароопасности? Очень высокий. Ой. По итогу получается, что, да, человек, которого выставляют самым плохим, самый хороший. Спасаю леса от пожаров раз, детей от педофилов 2, провинцию от
наркокартелей 3 и урегулирую какую-то непонятную... Какие-то непонятные вещи. Вот, например, как так много людей появилось в одном туалете. Поместилось. Он же явно, ну, максимум, типа, 3-4, может быть, местный. Ни в жизни не поверю, что там вот столько пространства, сколько они показывают. Напалмовая турель. Ну, вообще, блин, прекрасно, да. Конечно, конечно. Никакой социальной ответственности. Тут, блядь, люди ходят, а вы свои напалмы. Ты что там устроил? Я тебя вижу. От правосудия не скрыться, молодой. Куда пошел? Не надо тут. Устроил он, понимаете ли, тут какой-то разгильдяй он такой. Фист. Ну, если добавить инк, то получится очень интересно. Но значит, фист это рука. Да. Upon the замороженные картинки of Mozen массакре the machineries of смерти гринд китайцы. Это какой-то китайский термин, я знаю, да. Собственно, релент лилес миндлесе в. На. А ты что думал? Не переведу? Перевел. Вот опасные вещи такие сразу исключаем из рациона. Это как бы плохо влияет на экологию. Несет лишнюю опасность для окружающих. Лишнюю опасность, я сказал. Слушай, ну вот просто как бы чисто теоретически. Насколько оно хорошо продумано. Если разъебать электростанцию, ничего не будет, да? Обидно. Я думал, не знаю, надеялся, что неожиданно сейчас игра мне скажет: ага, вот тебе какой-нибудь бонус. Прикинь, было бы круто. Опять вы используете гражданских как живые щиты. Ну кто так делает? Ну нельзя же так. Это не гуманно. Вон на вас нету, господи боже мой. Что творят? Что? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, молодые люди, пожалуйста, приляжьте. Тут опасная, огнеопасная, огнестрельная обстановка. Вам желательно полежать сейчас. Полежать, просто прилечь, полежать. Вдруг вы устали. Заодно отдохнете. Посмотрите, тут вон какие-то непонятные люди разбрасываются динамитом направо и налево. Да? Кто бы мог подумать, что органы правопорядка способны на подобные беззакония? А ведь способны. И ничего их не смущает в этом моменте. Барышня, вы там хорошо все, да? Ладно. Ну хорошо, так хорошо. Кто я такой, чтобы вам говорить, что у вас все плохо? Now that's a boomstick, брат. Видел когда-нибудь boomstick? Вот посмотри, это boomstick. Очень забавный момент со сменой перспективы. Я, конечно, понимаю, что они нарисовали уровень, поняли, что он слишком много всяких объектов добавили и просто решили поменять перспективу, возможно, в силу того, ну, для того, чтобы просто как бы он был понятнее. Но мне непонятно, а зачем тогда было добавлять столько объектов? Вопрос. Слушай, а может вот эту часть электростанции можно сломать? А отсюда вообще можно войти обратно на территорию, блядь? Можно. Можно. Ой, ты что ты делаешь? Ну, ты зачем? Нельзя так. Тут люди ходят, бегают. Я вон лично спас нескольких от вашего произвола.
Как-то стартовый автомат вообще не вдохновляет на подвиги. Совсем прям. Он себя показывает не то чтобы даже как не лучшее оружие, а как, блядь, что-то, что никогда в жизни не стоит пытаться использовать в качестве орудия. Так, окей, подожди. Ну-ка, гранатка. Грустно. Вот это похоже, кстати, на какие-то нефтеперерабатывающие, добывающие предприятия. Или что-то вроде того. Получается, что коррумпированная полиция вместе с наркокартелями и прочими, кого мы сегодня перечисляли уже не раз, начали крышевать нефтяной бизнес, либо отмывать через него деньги. Я, как честный почтальон-журналист, разберусь со всем этим. Что это? А, ладно. Опять использую страусов как живой щит. Снова придется вызывать Гринпис, что я могу сказать. Это же несчастные страусы. Это вам не индейки из 5-го Far Cry, которая может убить все, что движется, а все, что не движется, подвигать и убить. Это бедные, несчастные, ни в чем не повинные, между прочим, страусы. Так, молодые люди, не надо. Останавливаемся. Вот отставить. Ставить вот эти свои садистские наклонности. Зачем вы угрожаете опасности своих близких, людей вокруг? Тут же бочки взрывоопасные, мать вашу. Мы на нефтеперерабатывающем предприятии. Кто позволил вам так себя вести, открывать огонь в подобном месте? Ставите под угрозу вообще всех в округе. И главное, посмотри, и ничто их, да, им даже не стыдно. Вообще ничуть их не смущает то, как они поступают. Ой, ёб твою мать. Да. Мелочь, не мелочь нихуя, и неприятно, к слову, совсем. Ну, собственно, что я могу сказать? Останавливаем произвол. И идем на выход. Идем на выход. Все, собственно. Мы закончили как истинный законопослушный гражданин с активной гражданской позицией. Решили все вопросы местного характера. Передадим более компетентным органам полиции, которые не коррумпированы, как вот эти вот ребятки. Да, и все будет хорошо. Видишь, мы спасли город. Но я чувствую, что это еще не все. Я прям чую, что, блядь, нас ждет еще одно дельце, как минимум. Собственно, из холла of the Ватикана, бегут по пути правды, да, мы здесь на месте вызываем климакс, звучит очень страшно, да, и время зовет сейчас, собственно, да, когда это закончится, дай бог, собственно, сорт-это снаружи. Посортировать это снаружи. Это что такое? Что это за место? Это что? Это все настолько плохо, что коррупция проникла вот в высшие, да, даже высшие ряды этого гнилого общества. Отвратительно. Что отвратительно? Это военная база. Ну, конечно. То есть даже военных им удалось купить. Посмотри. И как жить дальше в этом обществе, если они смогли купить даже военных? Все. Страна обречена. Единственный способ нам с тобой закончить все это закончить всех, кто к этому причастен. И продолжить жить себе спокойно, припеваючи. Ой, что это? Чат? Неожиданно.
Пытался натыкать огнемет, но не получилось. Хотел полюбить, так сказать, утренний запах напалма, но как-то вот не срослось у нас с ним. Давай не надо. Я вижу у вас тут всякие ракетные турели. А это как минимум негуманно, как максимум, наверное, еще и противозаконно такие вещи ставить в местах возможного появления гражданских лиц. Я молчу про военную базу, вы их в парке развлечений устанавливали. Нельзя так. Там люди ходят, детей ебут. Ну, вы поняли, в общем, да? Мы уже обсуждали то, чем там занимаются эти непонятные криминальные элементы. Держи гранату туда вот тебе. И тебя починим, так сказать. Лови. Не поймал. Я говорил, лови. Что, хочешь сказать, не предупреждал? Все, я предупреждал. Я вас обо всем этом предупреждал. Так, успокоились, успокоились. Не нужны нам вот тут вот эти вот телодвижения непонятные. Тут все люди приличные, собственно. Нам вот этих ваших приколов не нужно. Да ну, господи, эта штука вообще попадет хоть куда-нибудь? Страус. Страуса на военной базе держат, чтобы и тут прикрываться невинными, как живым щитом. Нельзя так. Нельзя. Что вам страус-то вам чего сделал-то? Изверги просто. Уроды. Без чести и достоинства. Абсолютно, я считаю. Люди такие, как вот эти люди, они не имеют ничего святого. Хотя, если вспомнить, как они ставили на входе в церковь ракетную турель для убийства гражданских лиц, это как бы уже все объясняет. Не все так многое. Кто доверил? Нельзя. Лицензия на ношение есть. Теперь их проверяют почтальоны. Смотри, сколько самолетов. Посмотри, они могут свергнуть всю власть и заставить быть страну большим наркокартелем. Вот против чего я сейчас борюсь. А ты говоришь. Просто выглядит очень антуражно. Слушай, а мины имеют довольно-таки интересных моментиков много. Молодой человек, не надо тут вот этого вот устраивать. Соблюдайте порядок и дисциплину. Очередность прохода хотя бы. Ладно, ко мне, друг к другу не испытывает вообще никакого элементарного уважения. Ладно, да, меня единственного тут человека, который борется против этой гнилой системы, пытаются уничтожить, и я мешаю им, естественно, я для них неудобен, поэтому они пытаются со мной бороться всячески. Но своих-то людей, страусов-то за что? Давайте не надо тут. Давайте спокойнее себя ощущаем, ведем. Не надо лишних действий никаких совершать. Они абсолютно никому на пользу не пойдут. Все, можем идти спокойно дальше. Конец. The end. Это прям конец? Или прям конец, но не конец. Собственно, the hive has been cleansed. Собственно, очищен. The source of the corruption.
Corruption. Да? Has been corked, собственно, late in в теле жуг и dragged to the outskirts of existence. Понял? Все, идеальный перевод, просто говорю же, англичанин. Англичанин, если кто-то не понял, то иди учи для начала русский, чтобы все понимать. Мы где? Что происходит? Куда мы пришли? Один Хостилиес, последний остался. Последний шаг к Хостилиес, последний Хостилиес. Тут что-то есть? Возможно, туда мы потом пойдем. А ну-ка, давай. Нельзя. Последний Хостилиес, и мы с тобой победим. Победим этот безжалостный мир. Один. Хостилиес один. Сейчас мы с тобой завершим наш путь, станем величайшими людьми, кто смог побороть все это дело. Вы тут чего наделали? Че устроил? Мужик, алло, блядь. Ты кто такой? Ты что творишь-то, а? Ладно. Я пошел дальше бороться со своими ментальными проблемами, а ты тут что-то устроил. Ты могилу закопал. Подожди, ты ее сломал? Сломал? Даже священников не осталось, ничего святого. Посмотри просто, а? Он убил что-то единственное, да, последнее. Вот это вот все. Дверь. Нас поймали все же. Показывают нам злые мультики. Ужас. Посмотри, вся спина иссечена. Еще избивали тентаклями. Хоронили вместе с мертвыми гигантскими уродами на потолке. Это пол. На полу. Неважно. Просто как бы ужас. Человек пытался бороться с этой гнилой системой, а его, видишь, в дурку сослали, сказали, психопат-убийца. Психопат-убийца, и все, и больше никто не сможет ей противостоять. Это отвратительно, я считаю. Я считаю, что это просто отвратительно. Нельзя так делать, это против вообще всего людского, живого, настоящего, истинного, что может только быть. Собственно, это конец, друг мой. Собственно, да, напиши, что ты думаешь о ментальных проблемах, справедливо ли чуваку сказали, что он психопат и упекли его в психушку, или он действительно был единственным правильным почтальоном, который боролся со злом до конца. Вот. Также не забывай написать комментарий, собственно, поставить лайк под видео, подписаться на канал. С тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.